Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим некоторые нюансы диагностики и устранения пищевой аллергии у собак и кошек. Что делать, если вашей собаке или кошке поставлен такой диагноз – пищевая аллергия? Из чего надо исходить и какую диету назначить, чтобы избавиться от пищевой аллергии? Итак, как всегда, все по порядку. Первое. Пищевая аллергия – это неадекватная реакция иммунной системы организма на пищу. Все, с чем сталкивается организм, он все перепроверяет на предмет того, что не является ли это для него какой-то опасностью. За многие годы эволюции организм научился распознавать, что опасно, а что безопасно для него. Если у животного нормальная иммунореактивность, то есть хорошая иммунная система, то такие вещества просто удаляются из организма. А если же иммунная система животного ослаблена, то такие вещества вызывают воспалительную реакцию, которая на коже сопровождается зудом и покраснением. Наибольшим аллергеном является чужеродный белок, то есть мясо. Но не только на мясо бывает аллергия. Аллергия может возникать на все что угодно, на любые вещества. Аллергенов настолько много, что их просто невозможно все и перечислить. Это и лекарственные препараты, и витамины, и бытовая химия, и всевозможные паразиты, те же клещи и блохи. Вот все, что находится за пределами организма, вот все это и может быть аллергеном. Когда организм здоров, то со всем этим он успешно справляется. А вот если в иммунной системе животного происходит сбой, то тогда возникает повышенная реакция организма на попадание в организм любого вещества. Все зависит от того, насколько сильная иммунная система у собаки или кошки, и от того, насколько много аллергенов одновременно воздействует на организм животного. Аллергены имеют свойство накапливаться, вот как ванна с водой. Вода потихоньку бежит, и ванна потихоньку наполняется. А потом в один прекрасный момент вода из ванны переливается через край. Вот так и с аллергией. Сначала никаких симптомов аллергии не видно, но в один момент организм не может справляться с аллергенами, и тогда мы видим внешнее проявление аллергии в виде зуда и чесотки. Итак, по первому пункту понятно, что аллергию может вызывать все что угодно, и что аллергия имеет свойство накапливаться. И причин этому необычайное множество. Теперь второе, что очень важно для понимания. Пищевая гиперчувствительность у собак и кошек встречается достаточно часто среди всех заболеваний, которые сопровождаются зудом. Это где-то 20%. Если же взять все аллергические заболевания, то пищевая гиперчувствительность занимает около 25%, то есть четверть. Как видим, пищевая аллергия у животных встречается достаточно часто. Но если животное начало чесаться или у животного зуд, то это еще ровным счетом ничего не значит, что у него пищевая аллергия. Чтобы поставить диагноз пищевая аллергия, надо проработать и учесть очень много факторов. А что же является первопричиной аллергии? Именно первопричиной. Ведь тут получается такая ситуация, что когда у животного появляются симптомы аллергии и организм животного начинает неадекватно реагировать на те или иные вещества, то тогда многие вещества, на которые раньше не было никакой реакции, становятся аллергенами. Например, у животного есть блохи. Так, немножко. Блошиного дерматита нет, но это аллерген. Иногда появляются глисты, это тоже аллергены. Час от часу у животного бывают стрессы, что тоже влияет на скорость развития аллергической реакции. При этом еще животные едят не самый качественный корм, в котором очень много несвойственных для пищеварительной системы компонентов в виде растительного белка или чрезмерного количества углеводов. Это тоже колоссальная нагрузка на иммунную систему. В конце концов, иммунная система не выдерживает и начинает проявляться аллергия. В том числе и на корм, который также является сам по себе аллергеном. Сейчас уже все более-менее знают, как бороться с аллергией. Есть два варианта. Первый – это посадить животное на сухой корм, в составе которого есть гидролизованный белок, который считается неаллергенным. Или дать животному натуральный корм, который бы содержал какой-то один неаллергенный белок, например, мясо индейки. Через какое-то время у собаки или кошки может наступить улучшение, и аллергические явления исчезнут. Немножко улучшится и состояние иммунной системы. Но, увы, проблема может никуда не уйти. После того, как животное перейдет на обычный корм, то аллергия снова может возобновиться. Даже золотой стандарт для диагностики пищевой аллергии, исключающая диета, не всегда срабатывает.
если аллергию вызывает множество факторов. Поэтому, если есть подозрение на пищевую аллергию, то перед проведением исключающей диеты надо обязательно исключить все аллергенные факторы. Это сложно. Это всегда самый сложный момент при диагностике причин, вызывающих пищевую аллергию. Важно понять, что один и тот же корм при одном наборе аллергенных факторов может вызывать аллергию, а в других случаях нет. Или же эта аллергия возникнет несколько позже, когда произойдет накопление аллергенных факторов. Успех в устранении пищевой аллергии как раз и заключается в поиске всех причин, которые ее вызывают. Если же не учитать все факторы, то может произойти следующая ситуация, что какая-то диета сначала поможет вашему животному избавиться от симптомов аллергии, но через некоторое время эти симптомы снова возобновятся. И снова придется искать новую диету, что очень часто так и бывает. О диетах мы поговорим в одном из наших последующих роликов. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!